Привет, друзья! Сегодня приготовим замечательное, ароматное и нажористое рагу. Немножко модернизированное и адаптированное под наши вкусы ирландское стью, которое готовится традиционно из баранины, реже из говядины, я готовлю с копченостями достаточно большим количеством. Тем не менее, небольшое количество говядины и говяжьего бульона в рецепте мы оставим. И первым делом нам нужно подготовить все ингредиенты и нарезать их хорошими кусочками. Будет все зависеть от продукта. Если речь идет о грудинке, то ее можно просто нарезать пластинками. Охотничьи колбаски и краковскую колбасу нарезаем кружочками. И говядину небольшими кусочками. Важно понимать, что тот набор мяса, который я вам показываю, он не окончательный. Если вам нравится, добавьте курицу, добавьте свинину, добавьте немножко баранины, добавьте говядины, чтобы у вас было как можно больше разнообразных вкусов. Все остальные продукты тоже нарезаем крупными кусками. Здесь у нас будет морковь, лук, картофель и сельдерей. Так как это рагу, то с нарезкой здесь особо заморачиваться не нужно. Вот такими крупными кусками. Лук нарезаем полукольцами. И немного сельдерея. Знаю, что многие не любят сельдерей. В свежем виде, я признаюсь, и сам его не очень сильно люблю. Но поверьте, в таком рагу он обалденно играет. Отправляемся к печке, ставим разогреваться казан и готовим наш рагу. Наливаем немного растительного масла. Казан достаточно хорошо разогрелся. Тем не менее, наша основная задача не сильно обжарить, а слегка обжарить наши продукты, для того, чтобы во время тушения они всему остальному рагу отдали вот этот вот вкус пожаренного продукта. Первым делом отправляем мясо и все мясные продукты. Вообще, само по себе такое рагу подразумевает то, что не нужно сильно заморачиваться. Побросали все в казан, залили говяжьим бульоном, пивом, если захотели, или водой, и оставили тушиться. Поэтому ни нарезка, ни основные ингредиенты не имеют четкого значения, и все делается по вашему вкусу. Мясо немного обжарилось, и мы можем отправить туда морковь, лук и сельдерей, чтобы они тоже чуть-чуть притушились. В этот момент можно добавить специи. Основные пряности здесь это тмин и черный молотый перец. Тмин обязательно не перепутайте с зирой, потому что он дает абсолютно другой аромат, который здесь будет идеально сочетаться с мясными продуктами. Соль добавляем, но делаем это очень аккуратно, потому что в данном случае у нас достаточно большое количество мясных изделий, которые сами по себе достаточно соленые. Поэтому лучше в конце досолите, чем пересолите сейчас. А вот черного перца можно не жалеть. И тмин. Немного соли. И мне нравится добавить чеснока. Буквально 5 зубчиков будет вполне достаточно. Прямо в шкурке, просто для аромата. Следующим этапом мы отправляем туда картофель. И только от вас зависит, будет он париться в собственном соку, то есть от продуктов и небольшого количества жидкости, либо вариться, как настоящий суп. То есть тут каждый выбирает для себя сам, хочет он густой гуляш или что-то среднее между гарниром и супом. Поэтому количество жидких ингредиентов контролируйте сами. Я буду смешивать говяжий бульон и темное пиво. Отправляем картофель, немного перемешать и пол-литра темного пива. Знаю, что многие не воспринимают алкоголь в еде, поэтому, если хотите, можете заменить на хороший темный квас или вообще просто оставить только говяжий бульон или в целом использовать просто обычную воду, потому что мяса действительно много, и овощей, и специй, то есть бульон в любом случае получится ароматным. Я же добавлю говяжий бульон. Мы с Анжеликой, когда готовим, замораживаем вот так вот в пакетах и потом используем, когда надо. Очень удобно, хранится в морозилке практически год. И если хочется поострее, то можно добавить немного перца чили. Я использую маленький, в стручках, 3 штуки на 12-литровый казан. Сажаем как в грядку.
Закрываем крышкой и на среднем огне будем томить примерно 45 минут, ну, может быть, час, до полной готовности картофеля и остальных овощей, так как мясо приготовится намного быстрее, а остальные продукты у нас уже готовы. Нам остается только ждать. Ну что, друзья, на улице стемнело, все как я люблю. Посмотрите, какая красота. Наваристый, ароматный мясной гуляш готов. Отправляемся за стол, дадим ему буквально 2 минутки чуть-чуть подостыть и будем пробовать. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Посмотрите, какая мягкая картошка. Сытно, ароматно и тепло.